зато свободен. Пьяный полицейский сбил насмерть 2 пешеходов на глазах инспекторов. Уже почти год виновник не наказан. Он под домашним арестом. Ездит на рыбалку, развлекается, угрожает матери погибшей девушки. Но судья не видит поводов для задержания. Алкоголь не смог подкосить здоровье бывшего полицейского Сергея Шкуро. Зато это смог сделать грипп. Так заявляют его адвокаты. Вы знаете о том, что свиной грипп ходит? Сергей заболел свиным гриппом. Мы определимся в суде, насколько он болен, и представим соответствующие доказательства. Хорошо себя чувствовал Сергей Шкуро, когда в ночь 1 мая сел пьяным за руль внедорожника. На бешеной скорости он снес стоящую на обочине компанию. На очень большой скорости, примерно километров 140. Он внезапно влетел в нас. От удара Алексей Ратынский погиб мгновенно. Соня Григорьева продержалась до приезда скорой, но умерла в больнице. А Шкуро даже не думал тормозить и помчался дальше. Давай, Дима, за ним бегом. Александр Крученков с напарником в ту ночь дежурили на трассе. Все произошло у них на глазах. Когда они догнали виновника, он бросил машину и побежал в лес. Пытался спрятаться в темноте, но так как у нас есть фонарики, мы осветили место, куда он побежал, и обнаружили его. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался с ними договориться, сказал, сейчас я позвоню, решим вопросы, чтобы не вызывать никого остальных, Они ему сказали, сиди молча. Договориться с инспекторами полицейский не смог. Пришлось придумать свою версию событий. Его глазами это выглядело так, что со стороны обочины выбежал человек, после соударения с которым выстрелила подушка безопасности, и он временно потерял сознание, и его автомобиль по независящим от него причинам направился в сторону обочины. Несмотря на показания множества свидетелей, наказать Шкуро не могут почти год. Сменилось 3 следователя. Довести дело до суда смог только Иван Синяпко. Все это время виновник сидит под домашним арестом и совсем не скучает. Человек продолжает пьяный ездить за рулем на личном автотранспорте, ездит на рыбалку, приятно проводит выходные. Родители погибших Алексея и Сони от предложенных Шкуро денег отказались. Теперь им угрожают. Угрожали, что это дело будет тянуться бесконечно. Что я рано или поздно договорюсь, допрыгаюсь, и это плохо закончится. Затягивать дело у адвокатов виновника выходит отлично. Обвиняемому стало плохо. Скажите, как его состояние? Все хорошо, все нормально. Но заседание отложено. Такому повороту не удивляется Джемали Гагали. 2 года назад полицейский избил его за шум у подъезда. Вот это ветровое стекло служебного полицейского автомобиля, об которое меня ударили головой Шкуро и его напарник. Уголовное дело тогда так и не возбудили. Родственники погибших на трассе под Анапой надеются, что в этот раз правосудие все же свершится. Ждать, пока уволенный задним числом из полиции Шкуро признает вину, бесполезно. Я считаю, что родственники и вы оказываете давление на меня.